Всем привет! Не секрет, что во многих странах на рабочих профессиях наблюдается дефицит людей и их рук. Поэтому неудивительно, что многие компании думают над тем, как бы упростить строительство домов. И, конечно, во времена, когда у каждого желающего дома может стоять 3D-принтер, инженеры не смогли обойти вниманием и эту технологию. Сегодня вас ждут компании, которые могут построить дом всего за 24 часа. Погнали! У компаний, занимающихся 3D-печатью домов, два пути. Одни строят домики-коробочки, чтобы обеспечить жильем как можно больше людей. Другие же, наоборот, исследуют возможности концептуальной 3D-печати. Как это сделало бюро WATG Urban Architecture Studio с домом-экосистемой Curve Appeal площадью 240 квадратных метров. Проект здания был создан еще в 2016 году. И тогда занял первое место на конкурсе The Freeform Home Decision Challenge. Стройка продолжалась 3 года. Печать здания завершилась в 2020 году. Curve Appeal выполнена из 28 напечатанных панелей. Необычная конструкция поддерживает микроклимат дома. По словам дизайнеров, температура внутри здания не зависит от погоды снаружи. 3 года на дом. Много это или мало? Для технологии, призванной ускорить процессы, скорее много. Но что же будет дальше? Представляете, власти Дубая хотят, чтобы к 2030 году доля напечатанных на 3D-принтерах зданий составила 25%. Китайская Винсун уже приложила к этому руку, открыв одноэтажную штаб-квартиру Dubai Future Foundation площадью 250 квадратных метров. Как мы уже выяснили, по китайской технологии панели печатались на так называемых типографиях и собирались в здании уже на месте. В следующий раз власти города хотели произвести вау-эффект, чтобы здание было отпечатано на месте, и обратились за этим в российский стартап Episcore, ведь в отличие от конкурентов, их принтер строит здание изнутри. Проект длился около года. За это время основатель Чен Юнтай с командой из 4 человек успел придумать уникальный бетонный материал для печати, устойчивый к землетрясениям и высокой влажности. На печать итогового здания ушло 500 часов машинного времени и сделало создателя рекордсменом книги Гиннесса, ведь Чен Юнтай создал первый двухэтажный дом площадью 600 квадратных метров, построенный прямо на фундаменте. Такой громкий проект принес Episcore новых заказчиков, например, киностудию Орва из Луизианы, которая хочет печатать в 3D декорации для фильмов. Но это ничто по сравнению с участием в проекте НАСА. Да-да, вы не ослышались. Конструкторы Episcore предложили свой вариант строительства базы на Марсе. 500 часов на двухэтажный офис. Но есть ли более быстрые стройки? Конечно. И прямо сейчас мы будем рассказывать про них. Но для начала про истоки самой идеи печатать дома на 3D-принтере, ведь большинство современных технологий 3D-печати цементными смесями так или иначе напоминают разработки Бераха Хашневиса, которые он начал разрабатывать еще в середине 90-х годов. По названию технологии была названа и компания Contour Crafting, последние 2 десятилетия активно сотрудничающая с НАСА и американским военно-промышленным комплексом. И в итоге профессор и его команда решили выйти и на коммерческий рынок. Но не просто так, а с мобильными роботизированными принтерами, которые печатают дом прямо на месте. Машина, установленная на рельсы вокруг пола здания, которая направляет руку робота. Робот скользит взад и вперед, выдавливая бетон, который затем выравнивается поддонами, прикрепленными к соплу. Оборудование легко разбирается для транспортировки, а вес одного принтера оценивается всего в 360 килограмм. Используя быстро твердеющий, похожий на бетон материал, такой принтер формирует стены дома слой за слоем, пока не будут завершены полы и потолки, установленные краном. Сантехника, электропроводка, коммунальные системы необходимо встраивать в помещение по мере создания слоев. Использование технологий Contour Crafting поможет значительно сократить сроки строительства и удовлетворить растущий глобальный спрос на жилье и развитую инфраструктуру. По плану Хашневиса особенно ценно это станет для людей,
чьи дома были разрушены в стихийных бедствиях. Проекты контур-крафтинг включают, например, 3D-печать дома площадью 610 квадратных метров менее чем за 24 часа. Примерно об этом же подумали и в испанском стартапе BeMore 3D, который был основан в Валенсии. 4 молодых людей просто собрались в один прекрасный день 2014 года и решили улучшать и внедрять технологии 3D-печати в строительство. В первую очередь они начали работать над специальными добавками в бетон, но в итоге стали первой компанией в Испании, которая создала 3D-принтер такого типа. При поддержке компании Acciona, участвовавшей в постройке первого в мире 3D-печатного моста, они начали строить небольшие дома площадью 32 квадратных метра, на каждый из которых уходит около 12 часов. Да, это не вилла и не хоромы. В конце концов, для людей в Африке, у которых благодаря BeMore 3D появилась крыша над головой, это серьезная поддержка. Тем более, как утверждают разработчики, при определенной оптимизации процесса они смогут ускорить строительство в 2 раза и масштабировать проекты домов, а не ограничиваться одноэтажными коробочками. Японская компания Serendix также занята восстановлением жилья после землетрясений и тайфунов, ведь в стране они частенько случаются и доставляют горе и неудобства. Спроектированная в специфичной форме для демонстрации гибкости бетона, который используют для 3D-печати, модель здания при площади поверхности всего 10 квадратных метров имеет поверхность стен со структурой сот и не использует арматуру. Потребовалось всего 3 часа, чтобы собрать различные 3D-печатные детали, и в общей сложности 23 часа и 12 минут, чтобы доработать отделку и инфраструктуру, получить окончательный результат за $25 500, что для подобного строительства действительно очень дешево. Конечно, пока что технологию можно назвать дешевой с очень большой натяжкой, поэтому производители строительных принтеров и бетонных растворов не стоят на месте, а постоянно совершенствуют технологии. И это касается всего, даже структуры стен. Например, французская компания X3 не только занимается всем перечисленным. Помимо разработки собственного программного обеспечения для принтеров и моделирования домов, инженеры X3 уже опробовали печать полых стен в здании для упрощенного интегрирования труб и изоляционных материалов. Сейчас X3, помимо разработок, заняты проектом Villiaprint, который заключается в создании 5 печатных 3D-домов в Реймсе путем изготовления бетонных стен. В то время как американцы думают о мобильных принтерах, китайцы из Винсун открывают целые типографии и ставят рекорды. Так, в марте 2014 года компания Винсун совершила технический подвиг, напечатав 10 домов за 24 часа с помощью запатентованного 3D-принтера. Стоимость устройства составляет около 30 тысяч юаней, а в 2020 году компания не осталась в стороне от пандемии коронавируса и построила за 24 часа 15 домиков площадью 10 квадратных метров, как пример для размещения заболевших. По примерным расчетам, это меньше 2 часов на домик. Но профессора Хашневиса это не впечатляет. А все почему? Он считает процесс создания домов у Винсун скорее гибридным. Ведь по факту они печатают на 3D-принтере блоки домов, везут их на место, и уже там команда строителей собирает конструкцию. Но Винсун это никого не волнует. Они вовсю сотрудничают с Илоном Маском в разработке туннелей Hyperloop и работают над первыми 3D-печатными офисами в Дубае. И на этом не останавливаются. Используя технологии, которые их американские конкуренты считают недостатками, китайские строители не боятся сложных форм и обещают построить большую виллу за 3 дня. Директор компании часто шутит, что если бы Дональд Трамп обратился к ним, то он бы построил забор за год, и строительство обошлось бы в разы дешевле. Но, как мы знаем, в каждой шутке есть доля правды. По подсчетам Винсун, 3D-печать снижает количество отходов на 30-60%, сокращает сроки строительства на 50-70%,
и снижает расходы на рабочую силу в 2 раза при фактическом сокращении размера строительных бригад в 2-5 раз. Экономия напрямую зависит от географии из-за разницы в оплате труда. В Китае, например, строительные методы Винсун обходятся дешевле на 10-30%, а в Саудовской Аравии или Бразилии, где зарплаты выше, сокращение расходов на оплату труда может достигать уже 30-50%. Дополнительная экономия достигается за счет использования переработанных отходов. Следующий дом в нашем списке привлекает внимание не только своим дизайном, но и тем, что он является первым полностью 3D-напечатанным домом, доступным для аренды на Airbnb. 20 Additive Manufacturing, TAM, ведущая компания в области 3D-печати бетоном, спроектировала этот дом в форме спирали, следуя знаменитой математической последовательности Фибоначчи, также известной как золотое сечение, которое часто встречается в природе. Спиральная форма дома позволяет создать пространство, переходящее от открытой внешней части к уютному и комфортабельному пространству внутри. Минимальный срок аренды этого маленького дома составляет 2 ночи, и он доступен на Airbnb в городе Проктор, Канада, по цене примерно $128 в сутки. Следующий жилой комплекс находится в Эйндховене, Нидерланды. В нем есть 5 домов, которые были распечатаны на 3D-принтере из бетона. В настоящее время все дома уже проданы, но их всегда можно снять в риэлторской компании. Каждый из домов состоит из 24 бетонных блоков, которые были напечатаны слой за слоем в течение 120 часов. После этого блоки были доставлены на место и собраны, присоединены к фундаменту, а затем оснащены окнами, дверями и крышей. Дизайн зданий очень футуристичен, и дома выглядят совершенно уникальными, как скалы в оазисе, окруженном деревьями. Все эти дома имеют высокий комфорт и были построены с помощью экологически безопасных и энергоэффективных методов. В окрестностях очень светло и тихо, идеальное место для отдыха. Но это не идет ни в какое сравнение с амбициями американской компании Alquist 3D. Компания объявила о запуске нового проекта в штате Вирджиния, в рамках которого они распечатают 200 домов, а снижение стоимости инфраструктуры в экономически слабых общинах произойдет за счет масштабов строительства. Все-таки штучный товар всегда дороже серийного. Продолжая мировую тенденцию использования 3D-печатных домов для доступного жилья, проект MView Gardens стал крупнейшим в Африке районом доступного жилья, построенным с использованием 3D-печати. Район из 52 домов был построен совместным предприятием Holcim, мирового лидера в области экологически безопасных строительных решений, и CDC Group, инвестора правительства Великобритании. Целью проекта является решение проблемы нехватки жилья в Кении. Дома были построены с использованием 3D-принтера BOD2 от Cabot и экологически безопасного сухого раствора Tector Print от Holcim, что гарантирует прочность домов и уменьшение углеродного следа. В рамках проекта доступны как 2-, так и 3-спальные дома, и Fortune Trees, ответственная за строительство, надеется, что они смогут сделать экологичное, доступное и недорогое жилье реальностью для Африки. Отдельно стоит отметить работу датской компании Cabot, которая начала свою деятельность в 2017 году со строительства первого 3D-печатного здания в Копенгагене. После этого они начали работать по всей Европе, тщательнее изучая и улучшая свою технологию. Дошло до того, что их 3D-принтер второго поколения под названием BOD2 используется по всему миру, а все потому, что технология Cabot позволяет печатать 3-этажные здания площадью более 300 квадратных метров каждое. Еще один пионер как в строительстве, так и в изобретении уникального 3D-принтера – Vulcan 2. В 2018 году Icon была первой компанией в Соединенных Штатах, которая получила разрешение на строительство и создала 3D-типографию. Сейчас же все не ограничивается одним домиком в Техасе. Сейчас Icon строит в больших масштабах, доказывает, что на принтере можно напечатать как роскошные, так и недорогие дома.
Команда уже на треть выполнила печать стеновых систем для 100 домов, при этом более 80 домов активно находятся на разных стадиях строительства. А в сентябре 2023 года планируется, что первые жильцы заедут в свои новенькие дома. И в то время как Icahn занимается строительством целого района в США, в Латинской Америке некоммерческая организация New Story использует принтеры Icahn для помощи бедным слоям населения и планирует сдать первый квартал из 50 домов, напечатанных на Vulkan-2. Почему Vulkan-2? Он специально разработан для производства более прочных, более доступных зданий с большей свободой проектирования, расширяя емкость печати примерно до 600 квадратных метров. Как видите, многие компании стремятся печатать дома на 3D-принтерах. Кстати, когда мы говорим «строительный принтер», речь идет о по-настоящему больших машинах высотой в среднем 4-6 метров, а длиной и до 10 метров доходит. Совсем не игрушки, если честно. Надеемся, вам было интересно. До встречи в новых видео.